Многие думают, что Python это только простенькие скрипты или учебный язык. Но сегодня ты увидишь, что на Python делают искусственный интеллект, 3D-игры, киноэффекты и даже нейронауки для роботов. Это видео изменит твое представление о Python. Поехали! Python — это движок большинства генераторов изображений на базе ИИ. Stable Diffusion полностью на Python и PyTorch. Ты можешь генерировать искусство, стили, портреты, UI просто по тексту. Используется в дизайне, фильмах, играх. Все это Python плюс модель обучения. Все мы знаем нейросети, которые умеют писать код, рисовать, отвечать как человек. Все это запускается, обучается и дорабатывается на Python. Например, ChatGPT от OpenAI, та самая нейросеть, с которой вы, возможно, уже разговаривали. Ее архитектура — это огромная языковая модель, обученная на сотни миллиардов слов. И все с помощью Python и библиотек вроде PyTorch. Пользуется на всех этапах, от подготовки данных и токенизации до самого процесса обучения модели на суперкомпьютерах, и даже для развертывания API, через который вы с ней общаетесь. Но OpenAI не единственный, есть еще Hugging Face, крупнейший репозиторий открытых ИИ моделей, где буквально все от тренировки до тестов. Также есть LangChain, AutoGPT, DeepSeek, Perplexity и десятки других проектов, где Python это не просто язык, а целая экосистема. А теперь давай поговорим о графике и играх. Да, Python может и это, причем на всех уровнях, от простых 2D платформеров до инструментов полномасштабных 3D редакторов. Pygame — библиотека, с которой многие начинают. С ее помощью можно создать игру, интерфейс, звук и анимацию буквально за вечер. Отлично подходит для прототипов обучения и маленьких проектов. А вот Blender куда более серьезный уровень. Это профессиональный 3D редактор, и почти все его инструменты, плагины, аддоны и автоматизация написаны на Python. Можно запрограммировать генерацию объектов, симуляции, материалы и все это прямо из скриптов. А если хочешь делать не игры, а игровые движки, то даже Godot Engine поддерживает Python. Подобный язык GDScript, а также сторонние привязки к Python через API. Так что если ты думал, что Python это только цифры и нейросети, ты можешь использовать его и для игр, и для создания мультфильмов, и даже для киноэффектов. Если где-то нужно анализировать данные, строить графики, считать модели, там почти наверняка используется Python. Он стал стандартом в мире Data Science. От простых столбиков и диаграмм в Excel до сложнейших 3D-симуляций молекул, орбит и физических процессов. С помощью Pandas и NumPy Python превращает таблицы в управляемые массивы, фильтрует, группирует, ищет закономерности. С Matplotlib и Seaborn можно визуализировать все от инфографики до тепловых карт. А Sklearn и SciPy позволяют обучать модели, прогнозировать, искать связи без глубоких знаний математики. А если дело доходит до симуляции физики, например, роботов, столкновений, динамики, тут вступает PyBullet, все это тоже на Python. Именно на нем сегодня работают исследования в экономике, медицине, экологии, инженерии и даже в космосе. Python — это не только анализ данных и искусственный интеллект. Он может сэкономить сотни часов ручной работы, автоматизируя рутинные задачи. Например, Excel отчеты. Добавляешь данные, создаешь графики, рассылаешь все одним скриптом. Python может заходить на сайты, собирать данные, фильтровать их, класть в базу. Также Python умеет управлять файлами, переименовывать, сортировать, делать резервное копирование, буквально одним скриптом. А если хочется поиграть с роботами, Python запустит робота на Raspberry Pi или Arduino, подключит датчики, управится с двигателями. Python отлично работает и в мире веба. От легких сайтов и интерфейсов до мощных веб-сервисов и API. Благодаря фреймворкам как Flask можно быстро запускать простой сайт. Django дает из коробки админки, безопасность и мощную структуру. А Fast API — это современный, быстрый и удобный инструмент для построения API-сервисов. С Python вы легко создадите как одностраничный сайт, так и сложный бэкэнд, все в одном языке. Python — это не просто язык, это мост между наукой, дизайном, автоматизацией и искусственным интеллектом. Он читаемый, гибкий и невероятно расширяемый. То, что ты можешь сделать с Python, ограничено только твоим воображением. Если тебе понравилось, поставь лайк. Это очень помогает продвигать видео. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующие выпуски. И, конечно, напиши в комментариях, какой проект на Python удивил тебя больше всего. Увидимся совсем скоро.